день, дорогие друзья! Центр духовного развития ведет прямую трансляцию программы «Сила безмолвия» из серии «Погружение в медитацию» с Диди Судхой. Добро пожаловать! Good afternoon, dear friends. Welcome to join our live webcast, Deep Meditation by Sudha Didi. The topic for today, Power of Silence. Good afternoon. Hearty welcome to all of you, dear sisters and brothers, dear friends, dear meditation lovers. Добрый день и добро пожаловать все наши дорогие братья и сестры, любители медитации. Today we will meditate on a wonderful theme, understand the theme, the power of silence. Сегодня мы будем медитировать на удивительную тему и постараемся глубже понять эту тему «Сила безмолвия». We are living in a world of sound and movements. Мы живем в мире звуков и движений. We love to act, to speak. Нам нравится действовать, говорить. And it's okay. И это хорошо. This world is a stage. We are all actors on this stage, and so we are supposed to act. Этот мир — сцена, а мы все актеры на этой сцене, поэтому нам полагается действовать. We have a body, our organs of actions, so we use these organs, we definitely act. У каждого из нас есть тело, есть органы действий, и мы используем свое тело, поэтому мы действуем. However, to make our words and our actions purposeful and constructively powerful, we need to go into silence time and again. Но для того, чтобы сделать свои действия целенаправленными, конструктивными и сильными, нам нужно время от времени уходить в безмолвие. Otherwise, there is a lot of waste of energy during the day and during our life. А иначе идет очень большой пустой расход энергии и на протяжении дня, и в течение жизни. Just try to look back at your day which has passed, few hours of this day, or maybe yesterday. Just try to have a look at that. Просто оглянитесь на прошедший день, на сегодняшний день, может быть, последние пару часов или на вчерашний день. Просто просмотрите это мысленно. What do you think and what do you feel? Were all your thoughts, words and actions meaningful, purposeful? Как вы считаете и как вы чувствуете, все ли ваши действия, слова были направлены к какой-то цели, были наполнены смыслом? No. Нет. So many thoughts, words and actions are meaningless. Очень много мыслей, слов и действий были бессмысленными, Wasteful. пустыми, And maybe some of them were even destructive. а некоторые, может быть, даже уводили вас от цели. And this is a waste of energy, isn't it? А ведь это пустая трата энергии, не так ли? There is a good saying, look before you leap, think
before you speak. Есть такое выражение. Оглянитесь, прежде чем сделать прыжок. Подумайте, прежде чем произнести слово. Look before you leap means that before you perform any action, think of its consequences. Оглянитесь, прежде чем сделать прыжок, означает, что перед тем, как вы совершите любое действие, продумайте его последствия. So that later you will not have to repent. Чтобы не пришлось раскаиваться впоследствии. Think before you speak. Подумайте, прежде чем сказать. So for that you need pause. А для этого нужно делать паузы. Silence. Нужно безмолвие. And in fact, the wisdom says not only before actions and before words you need to make a pause, but you need to think before you think. Но мудрость говорит о том, что делать паузу нужно не только перед тем, как совершить действие или произнести слово, но даже перед тем, как подумать. Because after all, thought is the seed. Потому что, в конце концов, мысли — это семена. If I can check my thoughts, I can automatically, control my words and my actions. И если я смогу проверять свои мысли, то я автоматически буду контролировать и свои слова, и свои действия. But it requires silence. Но это требует безмолвия. Let us now begin with this practice of silence. Поэтому давайте сейчас начнем с практики безмолвия. Withdraw your attention from the surrounding. Уведите внимание от окружающей обстановки. Become focused on the self. Сфокусируйтесь на себе. Focus on your aim. Why are you here? Сфокусируйтесь на своей цели. Для чего вы здесь? Now, in front of your inner eye, bring an image of something inspiring, beautiful. И сейчас создайте какой-либо вдохновляющий, прекрасный образ перед своим внутренним взором. It may be a flower or a flowing river. Это может быть цветок или текущая река. It may be a swan or a star. Это может быть лебедь или звезда. It may be a tree. Это может быть дерево. What inspiration you get from these objects which are in front of your inner eye? Какое вдохновение вы черпаете из тех образов, которые перед вашим внутренним взором? The gentleness of a flower, Нежность цветка, the flexibility of water,
гибкость воды, royalty of the swan, благородство лебедя, the sparkle of the star, сверкание звезды, generosity of the tree, щедрость дерева. Try to absorb these beautiful qualities in your inner being. Постарайтесь впитать в себя эти прекрасные качества. The thought comes, every object has a purpose. Приходит мысль. У каждого предмета есть своя цель. These objects of nature are fulfilling their purpose of existence. И эти образы в природе исполняют цель своего существования. My existence also has a purpose. Мое существование тоже имеет цель. My purpose is to learn, to grow, and to serve. Моя цель — учиться, расти и служить. To learn everything good, what I can, from my juniors, my seniors, my equals. Учиться всему как можно лучшему у тех, кто младше меня или старше меня, или у своих одногодок. To learn from different images of nature. Учиться на разных образах природы. The more I learn, the better I grow. Чем больше я буду учиться, тем лучше будет мой рост. I need to grow to my full potential. Мне нужно раскрыть свой потенциал полностью. Attitude of learning enables me to grow fully. Стремление учиться поможет мне полностью раскрыться. And I become ready to serve. И я готов служить.
this attitude of learning becomes stronger when I am in silence. Стремление учиться становится более сильным, когда я в безмолвии. Noise does not allow me to learn. Шум мешает, не дает учиться. More than the external noise is the internal noise. И внутренний шум мешает еще больше внешнего. I need to finish this noise in my inner world. Мне нужно убрать этот шум из своего внутреннего мира. I am focused on the purpose of my life. Я сосредоточен на цели своей жизни. To learn, to grow, and to serve. Учиться, расти и служить. Such is the power of silence. Такова сила безмолвия. All of us have this experience every day. How great power is silence. И каждый из нас ежедневно получает этот опыт. Опыт того, насколько велика сила безмолвия. Silence replenishes, revives our energy. Безмолвие восстанавливает, возобновляет нашу энергию. Having become tired physically, mentally, emotionally, intellectually, we want to go in silence. Если мы устаем физически, ментально, эмоционально, то тогда мы хотим погрузиться в безмолвие. Then either we go to sleep, И тогда мы либо ложимся спать, or we just go to take rest. либо просто идем отдохнуть. And after being in silence for a couple of hours or for few hours, we feel that how we are again full of energy. И побыв в безмолвии 1-2 часа, мы чувствуем, как нам снова вернулись силы, вернулась энергия. We are again ready to come into action. И мы снова готовы действовать. We are full of enthusiasm and energy to do and fulfill our responsibilities. Мы полны энтузиазма, у нас много энергии, и мы готовы исполнить все свои обязанности. So, silence replenishes our energy. Итак, безмолвие восстанавливает нашу энергию. So if we use this experience of ours as a discipline,
on a daily basis, time and again, to be in silence, А если мы будем использовать этот свой опыт как дисциплину, то есть регулярно на ежедневной основе снова и снова погружаться в безмолвие. after every couple of hours, just to be in few minutes of silence, maybe just 5 minutes. Спустя каждые пару часов просто несколько минут побыть в безмолвии, даже 5 минут достаточно. So if you make it a regular practice, a part of your daily life, then you will observe how your working efficiency increases. И если сделать это своей регулярной практикой, своей повседневной привычкой, то вы увидите, как вырастет эффективность ваших действий. You will be able to do more in less time. Вы сможете делать больше за меньшее время. Your energy level will remain maintained to a great extent till the end of the day. И до конца дня вы будете сохранять хороший уровень энергии. You will need less hours of sleep. Вам потребуется меньше часов сна. So use this experience and make it a discipline for your day-to-day life. Итак, используйте этот опыт. Сделайте это своей ежедневной дисциплиной в повседневной жизни. Second, Второе. silence awakens our creative potential. Безмолвие пробуждает наш творческий потенциал. All these inventions of science and discoveries and all innovations which have come in front of us, they are the result of the efforts of scientists made in silence. И самые разнообразные изобретения науки, открытия, инновации – это все результат деятельности ученых, когда они были погружены в безмолвие. They remain in their laboratories for days together, for months together, and they are in silence and they are focused completely, and as a result of that, they are able to give to the society something wonderful. Они могли целыми днями и даже месяцами не выходить из своей лаборатории, полностью сфокусировавшись на задаче и в уединении, в безмолвии делать такие открытия, которые они потом предъявляли обществу. The poets, the artists, the writers, they all create wonderful things in silence. Поэты, художники, писатели – все они тоже создавали свои чудесные произведения в безмолвии. Every one of us has some creative potential. Но творческий потенциал есть у каждого из нас. And in silence, that creative potential awakens, and we are able to create something that is very, very beneficial for the whole society. И в безмолвии этот творческий потенциал просыпается, и тогда мы способны создать что-то такое, что может принести благо всему обществу. So otherwise, this creative potential remains sleeping. А в противном случае творческий потенциал останется в спящем состоянии. Third, Третье. silence has the power of transformation. Безмолвие обладает преображающей силой. All of us know how a caterpillar changes into a butterfly. Все мы знаем, как из гусеницы появляется бабочка. This caterpillar, ugly looking, crawling on the ground, and how, after being in this cocoon in silence, it changes into a beautiful butterfly. Такая
уродливая, приземленная, ползающая по земле гусеница. Потом сворачивается в кокон, и из кокона вылетает прекрасная бабочка. So when we are in silence, we are also able to change from a caterpillar to butterfly. И мы тоже, пребывая в безмолвии, способны из гусеницы стать бабочкой. We have many good qualities, but there are some such ugly habits like this caterpillar which make us just crawling. They do not allow us to fly. У нас есть столько прекрасных качеств, но вот такие безобразные качества, как у гусеницы, заставляют нас ползти и не дают взлететь. But when you are in silence, then you are able to connect with yourselves. А в безмолвии вы можете соединиться с самим собой, You are able to see your real face. увидеть свое истинное лицо, You are able to accept yourself, принять себя. and you also get the strength to transform yourself. И также вы получаете силу, чтобы изменить себя. It is in silence that we are able to listen to the voice of conscience. Именно в безмолвии можно услышать голос совести. Our voice of conscience is very honest. Голос совести очень честный, очень правдивый. You can't listen this voice in noise. Когда шумно, этот голос не слышен. Only in silence you can listen to this voice. Его можно услышать только в безмолвии. And when you get that strength, then you are able to change your ugly habits. И когда вы приобретаете такую силу, тогда вы можете преобразить свои безобразные привычки. So only silence has that power of transformation. Лишь безмолвие обладает такой силой преображения. Fourth, Четвертое. have you seen a honeybee? Вы видели пчелу? The honeybee, flies from one to another flower, goes here and there, and keeps on making noise, boom, 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 keeps on buzzing and making the noise. Пчела перелетает с одного цветка на другой и все время жужжит, создает шум. Жжж. But when it sits on a flower to drink the nectar, the buzzing, the noise stops. Но когда она садится на цветок и начинает пить нектар, тогда это жужжание, этот шум прекращаются. The honeybee becomes silent. И пчела погружается в безмолвие. It is able to change that nectar into honey. И потом она способна превратить этот нектар в мед. So when we are in silence, we are able to absorb the goodness in others, and bring it into our behavior. А когда мы в безмолвии, тогда мы способны впитывать то хорошее, что есть у других, и вносить это в свое поведение. And then express it in the life. И потом проявлять это в жизни. Life becomes worthy, dignified. И тогда жизнь становится благородной, достойной. Another aspect of power of silence is the silence, so to say, makes us spiritually immune. It increases our spiritual immunity. И еще один аспект безмолвия. Безмолвие помогает нам укрепить свой духовный иммунитет.
And when you are spiritually, your immune system is strong, your spiritually immunity is more, then you are able to protect yourself from the effect of any negative energy. А когда ваш духовный иммунитет укрепляется, когда он растет, тогда вы способны защитить себя от влияния любой негативной энергии. In this phase of human history, people are in such a stage that they can have goodwill for you, they can have negative feelings for you. А в этой фазе человеческой истории люди в таком состоянии, что они могут и доброжелательно быть настроены к вам, и наоборот негативно. Some can be happy looking at you, some can be jealous of you. Кто-то будет радоваться, глядя на вас, а кто-то будет завидовать. In this present day world, there are a lot of negative energies around. В современном мире вокруг очень много негативной энергии, A lot of negative influence. очень много негативного воздействия. We need to protect ourselves from that. И нужно защититься от этого. So, silence gives us that strength so that we can protect ourselves from that negative energy. И безмолвие дает такую силу, которая позволяет защитить себя от негативной энергии. You might have observed a tortoise. Может, вы видели когда-нибудь черепаху? Whenever tortoise senses any danger, it instantly goes into silence. It withdraws its limbs into the shell. Как только черепаха чувствует любую опасность, она тут же втягивает свои конечности в панцирь, уходит в безмолвие. And it is safe. И она в безопасности. Tortoise lives very long life. Черепахи очень долго живут. It not only when sees the danger withdraws its limbs, whenever tortoise is free from action, it instantly withdraws its limbs. И не только при виде опасности черепаха втягивает конечности в панцирь, но каждый раз, когда ей не нужно ничего, никаким образом действовать, она втягивает конечности в панцирь и таким образом отдыхает. It accumulates energy. Она копит энергию. So when you practice silence, make silence your discipline, a daily practice, you accumulate energy. И также вы, когда вы практикуете безмолвие как дисциплину, как ежедневную практику, вы копите энергию. And you can easily protect yourself from the negative influence. И вы легко сможете защитить себя от негативного влияния. You have a stock of good wishes, good feelings in you. Тогда у вас будет запас хороших чувств, добрых пожеланий. Even if somebody has negative wishes, negative feelings for you, you neutralize those negative feelings with your good wishes for that person. Даже если у кого-то негативные чувства, негативное отношение к вам, вы сможете нейтрализовать чувства того человека своими добрыми чувствами и добрыми пожеланиями. You wish that person also good. Because that person is sending you negative because it does not have anything else. Вы тому человеку тоже будете желать добра, ведь он посылает вам какие-то негативные чувства только потому, что не имеет других. So by being in silence, you become a bestower. А пребывая в безмолвии, вы становитесь дарителем. You bring benefit to everyone. Вы всем приносите благо. So silence is a great power. Итак, безмолвие – это великая сила. Let's once again experience this power.
И давайте еще раз почувствуем эту силу. I turn my attention inwards. Я направляю свое внимание вглубь себя. Even if there are sounds outside, I do not pay attention to that. И даже если снаружи какие-то звуки, я их не замечаю. I am focused on myself. Я сосредоточен на себе. I stop the internal noise, the noise of different kinds of thoughts. Я останавливаю внутренний шум, шум разнообразных мыслей. I have just one thought, to be a well-wisher. У меня всего одна мысль — быть доброжелателем. In my inner world, I find valuable treasures. Я нахожу в своем внутреннем мире бесценные сокровища. Kindness, Доброту, mercy, милосердие, compassion, сострадание, love, любовь, respect, уважение, politeness, вежливость, and so many other treasures. и множество других сокровищ. The more I use these treasures in life, the more they grow. Чем больше я пользуюсь этими сокровищами в жизни, тем больше они увеличиваются. In the journey of my life, I meet different kinds of people. На своем жизненном пути я встречаюсь с самыми разными людьми. They're all different with their good and not so good qualities. Все они разные,
У них у всех есть как хорошие качества, так и не очень. Some have good wishes for me. Some don't have such good wishes. Одни доброжелательно ко мне настроены, другие не столь доброжелательно. But I don't suffer. I have lots of treasures within me. Но я не страдаю. У меня внутри так много сокровищ. I think of these people, speak to them, and behave with them while using these treasures. Когда я думаю об этих людях, разговариваю с ними, или мы что-то совместно делаем, я использую эти свои сокровища. I am kind. Я добрый. I behave with love and respect. Я веду себя с любовью и уважением. I have benevolent wishes for their health and happiness. Я желаю им крепкого здоровья и счастья. I wish them contentment in life. И я желаю им быть удовлетворенными в жизни. In giving, there is getting. Отдавая, я получаю. My treasures go on growing. Мои сокровища продолжают увеличиваться. Means I go on growing. И я тоже расту, развиваюсь. I grow and I serve. Я развиваюсь, и я служу. Silence is a great power. Безмолвие — это великая сила. When we talk of silence, or when we talk of making silence a part of our life, there are different stages. Когда мы говорим о безмолвии, говорим о том, как сделать безмолвие частью своей жизни, здесь есть разные стадии. The first stage is
to reduce external noise. Первая стадия – это уменьшить внешний шум. At least that what is in my control. По крайней мере, тот, который в моей власти, который я могу контролировать. For example, when you walk so softly like angels. Например, когда вы идете, пусть ваша походка будет такой тихой, как у ангела. Don't make noise while walking. Не создавайте шума во время ходьбы. When you open the door, close the door of your room, of cupboard, or any drawer you open and close, try that no sound is produced when you do it. Когда вы открываете или закрываете дверь, открываете дверцу шкафа или выдвигаете ящик, делайте это так, чтобы не производить никакого шума. At least minimize the sound. По крайней мере, сводите это к минимуму. This is the first stage. Это первая стадия. It requires just some attention. Для этого требуется просто внимание. When you are working in the kitchen, do not open the tap to its full. Open as much is needed so that there is minimum sound of the water falling. Когда вы готовите что-то на кухне, не открывайте кран на полную мощность. Откройте ровно настолько, насколько необходимо, чтобы не было шума струи воды. So the first stage of silence is reducing the external noise. Итак, первая стадия безмолвия – это сокращать внешние шумы. This effort of reducing external noise will help you to reduce the internal noise. И эти усилия по уменьшению внешнего шума помогут вам уменьшить шум внутри. Second stage of silence is speak less and speak soft, only then when needed. Вторая стадия безмолвия – это говорить меньше и говорить мягко, и только тогда, когда это нужно. Do not speak extra words. Не произносите лишних слов. It's also a waste of energy. Это тоже пустая трата энергии. Speak less and speak soft at a lower volume. Говорите меньше и говорите более мягким, более тихим голосом. Even if there is some difference of opinion with someone, instead of having a loud voice and arguing and conflicting, try to speak to that person in a softer voice. И даже если есть какое-то несовпадение мнений, то вместо того, чтобы повышать голос и спорить, постарайтесь поговорить с этим человеком более тихим голосом. The situation will be resolved much quicker. И вопрос решится гораздо быстрее. There is no question of arguing and conflicting and quarreling and shouting, calling from a distance. When we take this practice of silence as a discipline in our life. И когда мы принимаем безмолвие как ежедневную дисциплину и практику, то тогда вообще не идет речи о том, чтобы спорить, кричать, повышать голос или звать кого-то громким голосом, кто далеко. No. And when you are sitting close to each other, even if talking on a topic which is quite a hot theme, but don't become hot
while talking about this hot theme. И даже если вы сидите рядом и обсуждаете какую-то горячую тему, то вы не горячитесь, обсуждая даже самую горячую тему. People say that people, increase their volume of the voice only then when their hearts are far from each other, even if they are closely sitting to each other. Говорят, что люди начинают повышать голос только тогда, когда их сердца далеки друг от друга, даже если они сидят совсем рядом. So use your quality of love and kindness and speak less and soft. Поэтому проявите свою любовь и доброту, говорите меньше и говорите более тихо, спокойно, мягко. This is second stage of silence. Это вторая стадия безмолвия. The third stage of silence is when you go beyond the sound of words. Of course, it is not possible every day, but time and again we should try that, to go beyond sound of words. We don't speak on that day. Третья стадия безмолвия – это когда вы уходите за пределы звуков слов. То есть в какой-то день вы не говорите, вы решаете в этот день помолчать. But it is a sweet silence. Но это сладкое безмолвие. If you have to communicate with someone, try either with gestures or in writing. А если вам нужно что-то сказать кому-то в такой день, то попробуйте объяснить это жестами или напишите записку. Not because you are not ready to look in the eyes of that person. No, you purposely are in silence because you want to increase your inner strength. И не потому, что вы не хотите посмотреть в глаза этому человеку. Нет, просто вы целенаправленно решили побыть один день в безмолвии, чтобы накопить внутреннюю силу. In earlier days, sages used to practice this silence a lot. В прежние времена святые люди очень много практиковали такое безмолвие. Some for 7 days together in silence, some for 40 days in silence, even for a year, the whole year in silence. И кто-то давал такой обет молчания на 7 дней, кто-то на месяц, а кто-то и годами оставался в безмолвии. Whole year. Целый год. In Hindi it is called Maun. It's a very great power. На хинди это называется словом «мон». Это величайшая сила. Gradually from external silence you come to internal silence. Постепенно от внешнего молчания идет переход к внутреннему безмолвию. So this is third stage. Это третья стадия. The fourth stage of silence is when you stop chattering of your mind inside. Why this? What is this? How is this? About the past, about the future, and so on and so on. Четвертая стадия безмолвия – это когда вы останавливаете диалог своего ума, который может думать «а почему так?», «а почему вот так?», вспоминать что-то из прошлого или беспокоиться о будущем. Think of this person, that person, unnecessarily thinking. Stop this chattering of your mind. Думать о том человеке, о другом человеке без всякой необходимости. То есть остановите этот диалог своего ума. This is a higher stage of silence. Это еще более высокая стадия безмолвия. And there is even much higher stage of silence. А есть и еще выше стадия безмолвия. And that stage is when you are stabilized in one thought. И это стадия, когда вы остаетесь стабильными на одной мысли. And that thought is, I am a pure, peaceful soul
child of God. И эта мысль «я чистая, умиротворенная душа, дитя Бога». God loves silence. Бог любит безмолвие. Just feel yourself. I am a soul. Просто почувствуйте «я душа, Pure and peaceful. чистая, умиротворенная». I am a star. Я звезда. A sparkling living star. Сияющая, сверкающая звезда. I am God's child. Я ребенок Бога. My Supreme Father is ocean of love. Мой Всевышний Отец — океан любви. When I think of my Supreme Father, I feel His embrace of love. Когда я думаю о своем Всевышнем Отце, я ощущаю Его объятия любви, Unearthly love. неземной любви, Uplifting love. возвышающей любви, Purifying love. очищающей любви, Selfless, unconditional love. бескорыстной, безусловной любви. I get lost in this love. Я погружаюсь в эту любовь. I feel that this is most valuable which I have attained. Я чувствую, что это самое ценное, что я только мог обрести. I am content. Я удовлетворен. I feel full. Я чувствую наполненность. And it is so simple. И это так просто.
I am silent. Я в безмолвии. Silently absorbing the love of my Father. В этом безмолвии я впитываю любовь своего Отца. This love makes me powerful. Эта любовь делает меня сильным. This love makes my aim clearer for me. Эта любовь делает еще яснее мою цель. To learn, to grow, and to serve. Учиться, расти и служить. With this feeling of contentment, I return back to this awareness of the physical body and the surrounding. С таким осознанием я возвращаюсь обратно к восприятию своего физического тела и окружающей обстановки. There is a strong thought inside. I need to make silence a part of my life. И внутри у меня сильная мысль. Мне нужно сделать безмолвие частью своей жизни. Go on making this experience stronger. Продолжайте еще больше укреплять этот опыт. And for this, I suggest you to do the following. А для этого я советую вам делать следующее. Starting from today, as many hours of the day are left, try to make minimum sound while doing actions. Начните уже сегодня. И сколько бы часов сегодняшнего дня не оставалось, но старайтесь совершать действия, производя минимальный шум. Try to experience this, observe this minimum sound, and how do you feel the atmosphere? Постарайтесь понаблюдать за собой, когда вы производите минимальный шум, как вы ощущаете окружающую атмосферу. Second day, maybe tomorrow, practice speaking less and soft. На второй день, может быть, завтра, практикуйте говорить меньше и более тихим голосом. That means before you speak, pause and ask yourself, do I need to speak it? 2 words will be enough,
or I need to speak 5. То есть перед тем, как сказать что-то, сделайте паузу и задайте себе вопрос. Нужно ли мне это говорить? Достаточно ли будет 2 слов? Или, может быть, 5? Let your every word be meaningful. Пусть каждое ваше слово будет наполнено смыслом. The lesser you speak, the more power is there in your words. Чем меньше вы будете говорить, тем сильнее будет каждое ваше слово. Because you are speaking it after giving a thought to it. Потому что вы будете произносить эти слова после тщательного обдумывания. So second day, practice speaking less and soft. Итак, на 2-й день практикуйте говорить меньше и более тихим голосом. Third day, make it a day of silence. That is, try to go beyond sound at least few hours in a day. Maybe you can choose 4 hours or 8 hours, not the whole day, just 8 hours that you will observe silence. А на 3-й день устройте для себя день безмолвия. Постарайтесь побыть в полном молчании и в безмолвии какое-то время, даже если это 4 часа или, может быть, 8 часов, не обязательно целый день, но вот эти несколько часов сохраняйте безмолвие. And these should be those hours which are very active hours, okay? When you need to communicate and so on and so on. Но при этом это должны быть достаточно активные часы дня, когда вам нужно взаимодействовать с людьми, делать что-то и так далее. During these 8 hours, don't touch mobile. А вот в течение этих 8 часов не притрагивайтесь к мобильному телефону, Don't put on TV. не включайте телевизор, Don't look at the internet. не заглядывайте в интернет. Give yourself this gift. Подарите себе такой подарок. And the fourth thing, every day, without any exception, practice stabilizing in the thought, I am a pure, peaceful soul, child of God. И 4. Каждый день, без всякого исключения, практикуйте устанавливаться в такой мысли. Я чистая, умиротворенная душа, ребенок Бога. Enjoy silence. Насладитесь безмолвием. Wish you all the best. Всего вам самого доброго. Goodbye. До свидания.